Здравствуйте! Сегодня я хотел бы поговорить еще об одной классической авиационной банкноте. Это Афганистан, 500 Афгани 1967 года. По ней был только один выпуск, номер по пику P45. И на оборотной стороне здесь у нас изображен аэропорт Кандагара и самолет над ним. В принципе, в современной линейке банкнот Афганистана есть позиция со схожим изображением того же самого аэропорта. Это тот же самый номинал 500 Афгани разных лет выпуска, начиная с 2002 года. Вот ее изображение, но так как здесь самолетов на ней нет, я лично ее в свой список авиационных банкнот не включаю. Хотя изображение, конечно, очень похоже. Это та же самая вышка, та же самая архитектура аэропорта, но без самолета, увы, это для меня не считается, как говорится. Итак, то, что я держу в руках, 500 Афгани 1967 года. Для меня эта банкнота и по концепции, на самом деле, и по времени выпуска стоит в одном ряду с 200 реалами Ирана 1958 года, которую я показывал в одном из своих предыдущих роликов. Обе банкноты посвящены новым на момент их выпуска аэропортам. Обе относятся к тем периодам в истории этих стран, до всех войн и революций, когда страны эти были совсем не такими, как сейчас. Вот посмотрите только на старую рекламу авиакомпании Ариана. Самолет, который, как я предполагаю, мы здесь вот видим на этой банкноте. Но об этом чуть позже. Здесь, конечно, на рекламе более современный Boeing 727, но посмотрите на сам слоган. Скажите Афганистан и подумайте о самой дружелюбной стране. Скажите Ариана и вы подумаете о самом дружелюбном способе попасть туда. Слоган, который, по-моему, сейчас может вызвать только недоумение. А вот раньше все было не так, и на расписании полетов Арианы в качестве достопримечательностей страны размещались изображения ныне уничтоженных статуй Будды. Ну давайте вернемся к банкноте. Интересно то, что здесь изображен не столичный аэропорт, а аэропорт Кандагара, как я уже сказал, второго по величине города в стране. Этот аэропорт был построен американцами в начале 60-х годов. Строительство было закончено в 1962 году. И, что интересно, в тот же период времени столичный аэропорт и аэропорт Кабула строил СССР. Но почему для этой банкноты был выбран именно аэропорт Кандагара, а не Кабула, это, наверное, мы никогда не узнаем. Возможно, из-за архитектуры. Здесь, очевидно, она очень интересная. Вот несколько фотографий этого аэропорта тех лет, в том числе с ракурса очень близкого к тому, что мы видим здесь на банкноте. Действительно такая необычная интересная архитектура, которая, повторюсь, вот до сих пор сохранилась через все потрясения, и примерно в том же виде аэропорт существует и сейчас. Что же касается самого самолета, давайте я его поближе попробую показать, то он изображен, как это часто бывает, к сожалению, достаточно схематично. Ливрея тоже, к сожалению, изображена без особых подробностей. И видно только, что здесь есть темная полоса вдоль фюзеляжа. Я надеюсь, что это видно. И очевидно, что это не реактивный и четырехмоторный самолет с характерной формой киля. Дальше я уже могу переходить только в область догадок и предположений. Если предположить, что художник изобразил здесь самолет национальной авиакомпании Ариана, о которой я говорил ранее, то это может быть или Douglas DC-4, или Douglas DC-6. Именно они были четырехмоторными самолетами в парке этой авиакомпании в начале, середине 60-х годов. Вот фотографии таких самолетов этой авиакомпании того времени. И по пропорции я бы, наверное, предположил, что это все-таки DC-6 скорее. Но повторюсь, это только мое предположение, очень схематичное изображение. А еще по изображению этого самолета я бы предположил, что его рисовал тот же художник, сейчас вот я покажу даже, который потом рисовал самолет на 10 фунтах Судана. По стилю, вот посмотрите, насколько похоже изображение. Но опять же, это только такие мои просто предположения. Но с другой стороны, обе банкноты выпуска Делярю, возможно, может быть, так и есть. Но смотрите, Судан был большой, а Афганистан еще по длине, еще больше банкноты, еще больше. Интересно. В общем, такая вот единственная на текущий момент авиационная банкнота Афганистана. Спасибо за ваше внимание. Увидимся.